Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовой фетиш, серии видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами поговорим о том, как могут отображаться наши проекты, когда мы их загружаем в программу FontLab. Есть несколько режимов, мы их разберем. А еще поговорим немножко о панели превью. Во вкладке настроек можно определить поведение программы при открытии новых проектов. То есть речь идет о том случае, когда вы открываете внутри одного FontLab два разных проекта или два разных шрифта. Что FontLab должен здесь делать? Поэтому если мы перейдем в настройки, то во вкладке General мы можем увидеть три разных настройки. Первая подразумевает открытие всех новых проектов внутри одной программы, то есть в текущем окне. По умолчанию она у вас включена. И здесь вот такая есть галочка, мы можем с вами передвигать вкладки между собой. В общем, что делать в таком случае? Если, например, сейчас открою какой-нибудь проект, еще один, неважно какой, то мы увидим, что у нас создастся новая вкладка и подгрузятся все открытые ранее в ней ячейки. Допустим, вот здесь. Открываю новую какой-нибудь файл, ну, допустим, вот этот. И снова она подгружается сюда. При этом на панели шрифтов у нас здесь открыты все те проекты, которые, ну или все те шрифты, которые мы с вами ранее открыли. Вот, это первый режим. Второй режим, перейдем в настройки, включим его. Это у нас режим, при котором все новые проекты открываются в разных окнах, но при этом их содержимое открытых вкладок, каких-то ячеек, букв, оно открывается в том же окне, в котором открылся и проект. В общем, если я включу его, жму Apply, и теперь открою какой-нибудь новый проект, любой, то мы увидим, что у нас открылось отдельное окно, внутри которого, если мы там откроем вкладку, она у меня откроется внутри этого окна. И при этом оно, как видите, перекрывает собой полностью все. Это не очень удобно, но удобно, если, например, у вас несколько мониторов. Я могу вот это вот окно перенести во второй монитор, который вы сейчас не видите, и вернуть обратно, если вдруг я работаю с несколькими шрифтами. Вот, поэтому этот вариант, наверное, не сильно удобный, но если вдруг что, можно попробовать третий вариант. При этом режиме, когда мы его включаем, у нас любое окно, абсолютно любое, открывается в новом окне. Насколько это удобно, понятия не имею, но, в общем, если мы сейчас открывали вот эту букву, и она открылась во вкладке внутри этого окна, то если я сейчас то же самое сделаю, то у меня откроется вообще абсолютно новое окно. И вот так вот у нас бесконечно будут открываться все новые и новые окна. В общем, здесь, конечно, будет бардак, что не очень удобно. Но мало ли, вдруг вам это нужно, если вы хотите или привыкли разделять все по разным окнам. При этом, если у вас включена во вкладке Font Window настроек пункт «Открывать глиф в текущем глифе», по идее, эта проблема должна быть решена. Я, например, открываю букву V, и она у меня открывается в текущем открытом глифе в рамках этого проекта. Получается как бы такое, мы как бы возвращаемся к режиму, который у нас является вторым по счету, когда внутри одного окна открываются вкладки. Ну, в общем, вот эту штуку я всегда отключаю, а вот эту я возвращаю сюда, потому что мне это неудобно. Но мы здесь развили какой-то непонятный беспорядок, или вдруг вы случайно что-то где-то передвинули, потому что у нас есть такая возможность, и за это отвечает вот эта вкладка, возможность перемещать между собой вкладки внутри проекта. Например, я вот так могу выбрать вот эту букву и переместить ее сюда. Но иногда это происходит не очень удачно, здесь что-то у меня все ломается. В общем, если вдруг мы случайно создали огромное количество окон, и у нас произошел такой вот бардак, мы можем это все дело запихнуть в одно окно FontLab. Для этого мы выбираем Window, Docking и вот этот пункт «Совместить все окна вместе». Жму сюда. FontLab что-то там думает, и, в общем, он открыл все окна абсолютно без исключения внутри одной программы. Это бывает удобно, когда вы случайно задели вот так окно и его вот так вот оттянули. Поэтому мы берем и возвращаем на место. В принципе, все, это решаемая проблема. Тут еще можно сделать небольшое отступление. У вас, наверное, вот это все выглядит не так, как у меня. Оно у вас черного цвета на белом фоне. Почему у меня так? Потому что для того, чтобы не было сильно скучно, я немножко разнообразил, разукрасил интерфейс FontLab. Делается это очень просто. Во-первых, переключение режима с эхо и на набранный текст позволяет мне сделать вот что. Я могу сейчас набрать какой-то текст, и когда выбираю какие-то глифы здесь, этот текст у меня зафиксирован, никуда не меняется. Но если я переключу в режим эхо,
он мне будет показывать ровно те символы, которые я выбрал в текущем окне. Или, например, выбрал вот такую вкладку, он мне показал этот текст. Выбрал эту вкладку, он мне показал вот этот текст. Причем он очень сильно уменьшает. Почему? Потому что у меня стоит режим растягивания текста во все это окно. Я могу переключиться в режим, например, в размер, так сказать, в одну строку, в 2 строки, в 3 строки, либо он пытается уместить все слова в этом окне, в эту ячейку. Например, вот здесь 2 строки, я могу переключиться в 2 строки, особо ничего не поменяется, оно только немножко увеличился. То есть размер самого текста он тоже может менять. Могу просто с зажатым альтом вот так и колесиком мыши увеличивать либо уменьшать текст. Но мне это не нравится, обычно меня интересует автоматический размер, то есть чтобы он сам помещал текст в это окошко. Нажимая вот такой вот настройку Fit, и он все помещает сюда. Опять же напоминаю, как сюда зайти. Это вот сюда мы кликаем, и открывается такое окно. В этом окошке также можно настроить и цвет. Цвет я выбираю во вкладке Color, могу поменять их местами, могу выбрать здесь любой цвет, но мне вот нравится работать с синим цветом. Вот. Также я могу здесь переключить текст, чтобы он был на черном фоне, либо на том, который я выбрал. Вот. Можно здесь какие-то различные вот такие штуки делать, чтобы просто предпросмотр делать. Можно активировать настройки фич, если они у меня прописаны в этом коде. Могу сделать трекинг, например, чтобы они вот настолько друг на друга наехали. То есть это позволяет мне примерно прикинуть, как это будет, если я это изменю в шрифте. Вот, расположение тоже здесь переключается. Можно включить подчеркивание, зачеркивание, какие-то вот прочие штуки. Можно посмотреть, как он с размытием смотрится. Это, например, чтобы нам в условиях плохой видимости понимать, насколько она хорошо будет читаема, такая надпись. Вот это все тоже такие тесты, которые позволяют мне заранее предусмотреть все возможные там какие-то ошибки в процессе работы над шрифтом. В общем, это панель превью, она очень полезна, очень часто ей пользуюсь, поэтому можете настроить ее под себя и пользоваться вот прям на постоянной основе. Без нее практически я никогда ничего не делаю. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.